Всем привет, это Брик Гараж и с вами Егор. Сегодня у нас на обзоре набор, который успел обрасти хейтом еще до его выхода. Это набор 42123 McLaren Senna GT-R. Набор LEGO Technic линейки 2021 года. Он уже доступен во многих магазинах, и его РРЦ, рекомендуемая розничная цена без скидок, составляет 3999 рублей. Что, конечно же, момент неприятный, потому что джипом они имеют одну цену, а у джипа, как известно, деталей меньше, и мы ожидали, что он будет по цене, как корвет. Оказалось, что на целую 1000 больше. Какие же первые впечатления? Она реально большая, длинная. И кузов тут реально сложный. Практически каждый кузовной элемент имеет сложную форму и сделан не просто из одной панели, а из нескольких разных деталей. Для такого масштаба это реальная эволюция в дизайне наборов LEGO Technic. А вот функционально это не то, что мы ожидали, а даже хуже, шаг назад. Как будто бы круглый отличник на легком экзамене получает двойку. Но обо всем по порядку. Тут 830 деталей. Из новых деталей это 2 синих микропанели, а также 2 черных микропанели. Остальные детали вам знакомы. Есть детали в новых цветах, естественно. Во-первых, это трель коннектора осевой с отверстием посередине. Новая арка с принтом серебристо-черного цвета. Сама арка в синем цвете. Далее вот такие панели, левая и правая, они здесь в паре, синего цвета. И синие гибкие оси на 11, их тут 3 штуки. Из остальных деталей отметил бы, что здесь вот таких вот черных панелей целых 9 пар, то есть это 18 штук левых и правых. Колеса здесь разно широкие, чего не хватало корвету в его дизайне, это широкие 43 на 24 и 43 на 14, передние узкие. Из функциональных деталей здесь вот таких вот 4 шестерни бежевых, а также 2 вот таких вот черных на 12 зубьев. Ну и короткая зубчатая рулевая рейка. Пожалуй, все из функциональных деталей, то есть тут техника-то на самом деле немного. Наклеек тут в наборе порядка 50 штук, и это реально много, хотя если вспоминаешь, что это модель гоночная, то вроде бы все становится нормальным, потому что вся поверхность гоночной модели обычно оклеена спонсорскими ливреями. И если смотреть на список деталей, то замечаешь, что цветовая гамма здесь более-менее ровная. Основные детали панели и балки здесь синего и черного цветов, плюс есть немножко серых оттенков. То есть строить альтернативные модели из данного набора будет, наверное, удобно, потому что не нужно будет постоянно пытаться подобрать цвета. А что касается B-модели, то B-модели здесь нет. Такое в последнее время часто распространено, и если с наборами нелицензионными бывают вопросы, то с наборами по лицензии вопросов, как правило, меньше. Владелец франшизы компания McLaren вряд ли желал бы видеть здесь в качестве альтернативной модели какую-то безликую, безымянную модель, не относящуюся к марке McLaren. С другой стороны, можно было попробовать сделать из данной модели версию не GT-R, а обычный McLaren Senna, который отличается менее развитым аэродинамическим оперением, ну и какие-то там еще штуки. Но это мое лишь предположение, я не изучал подробно разницу между ними, поэтому вот так вот. То есть, если смотреть на набор деталей, то очевидно, что это в большей степени ресурсник панелей и балок, чем каких-то функциональных техник деталей. Тем не менее, с учетом скидок, если цена будет чуть ниже 3000, то это будет, в принципе, хорошее предложение за 800 деталей. На сборку у меня ушло примерно 2 часа. Сборка данного набора интересная. Почему? Потому что здесь много обучающих, скажем так, хинтов, фишек, секретов, как строить модель вот с не прямыми соединениями, а с угловыми. Конечно же, во-первых, это гнутая рама, которая дает нам уже, в принципе, неровную, не кирпичную форму модели. Далее здесь много очень угловых креплений, типа вот здесь вот. Вот эти панели закреплены со сгибом в 2 плоскостях. Форма крыши здесь сделана тоже интересно. Много элементов со смещением в полстуда. Например, у нас край переднего бампера, сплиттера со смещением в полстуда. И это не только здесь, есть еще вот в порогах и в других элементах. И это то, чем ценен обучающий опыт данного набора. Единственный момент по сборке, о котором я хочу сказать, так как здесь очень много наклеек, и клеить их желательно не в конце, а в процессе сборки, потому что потом вы просто запутаетесь. Так вот, я бы рекомендовал некоторые смежные детали, например, вот эти вот, а также вот эти детали обклеивать одновременно так, чтобы у вас совпадал рисунок. Я заметил у многих блогеров в обзорах, что не совпадают линии, вот в частности вот здесь вот. Потому что сначала клеится одна деталь, а потом на следующем шаге клеится вторая деталь, без понимания, что они должны у нас крепиться вместе рядом. В итоге потом получается, что у вас не совпадает рисунок. Очень некрасиво и неприятно. Кстати, у меня вот такая фишка здесь получилась.
Вот несовпадение рисуночка. Первое, что я сказал, это здесь очень непростой дизайн. Учитывая размер модели, такого на самом деле никогда не было, чтобы в таком масштабе так сильно заморочились с дизайном. И в этом плане, конечно, Уве Вабра, дизайнер модели, он достаточно опытный, потому что он был дизайнером и Porsche оранжевого, и последнего Lamborghini Sian, в котором этих угловых сложных соединений там просто море. Где у Корвета просто одна вот дверная панель, у Макларена тут россыпь деталей не меньше 10 штук. Сравните спойлеры, зеркала заднего вида. У Корвета 579 деталей, а у Макларена 830. Это целых 250 деталей, на самом деле очень много. Поначалу я думал, что эти 250 деталей, они все ушли куда-то в мелочь, там какой-то Lego System деталей, которые здесь вот есть, конечно, но не настолько много, как мне показалось вначале. Сейчас я вижу, что здесь система не больше, чем в том же Корвете. Получается, что дизайн здесь все-таки чисто техник. Подобный дизайн обуславливается не только волей и опытом дизайнера, но также тем, что сама реальная модель сложнее по формам, чем Корвет. Вообще обе модели на первый взгляд кажутся одинаковые, то есть они в одном масштабе. Но давайте проверим. На первый взгляд модели кажутся в одном масштабе. Но вот давайте сверим. Вот у Корвета колесная база примерно 2-3 студа короче. Как обстоят дела у реальных моделей? Я посмотрел в интернете. За качество источников не ручаюсь, проверил в нескольких местах, но тем не менее получается, что реальная длина сцены это 4744 мм. Длина Корвета 4493 мм. То есть Корвет в реальной жизни короче. Ну, в принципе, здесь так и есть. Теперь колесная база – это расстояние между осями. У сцены колесная база 2670 мм. У Корвета 2710. То есть получается, что в реальной жизни у Корвета колесная база больше, длиннее. Чего мы здесь не видим. То есть такое ощущение, что Макларен вынужден растянули, учитывая, что ему между колесной базой необходимо было внедрить не только место водителя, но еще и действующий двигатель V8. Честно говоря, разбираться не хочется, проблема в источнике данных или действительно в Lego не соблюдали здесь точное соответствие масштабов. Все-таки мне кажется, что сцена в масштабе Корвета должна быть немножко пошире. Короче, это неблагодарное дело разбираться, в конец запутаемся сейчас только. Машина, очевидно, очень хорошо проработана во всех аспектах. Сиденья в салоне аналогичны Корвету, такие же панельки угловые. Правда, стоят они теперь ближе друг к другу, расстояние между ними всего 1 студ. Панель приборов простая, без каких-либо принтов, тайлов и так далее. Есть руль такого же размера, как в Корвете. Передние фары сделаны вообще очень классно. Здесь вот такая вот и белая деталь для имитации ДХО, видимо, и глубоко утопленные оригинального дизайна источники света. Задние фонари тоже сделаны красивые, хотя это всего лишь одна деталь. По сути, красный световой меч ситхов из серии «Звездных войн». Но достаточно было одной такой детали, чтобы четко, красиво, понятно передать оригинальный дизайн. Мне нравится форма лобового стекла. Оно правильной такой трапециевидной форме, чем не может похвастаться у нас Корвет и многие другие модели большего размера. Правда, у таких стоек есть один минус. Они не являются функциональными и они не держат крышу. То есть они по сути здесь декоративные. В Корвете эти стойки были вынуждены сделаны такими толстыми для того, чтобы держать крышу. Панели арки тут всего две. В синем цвете, как я сказал, они нанесенным на заводе принтом. К сожалению, форма этих панелей подразумевает изгиб в нескольких плоскостях. Если по-простому, то обычную плоскую наклейку без деформации самой наклейки наклеить сюда невозможно. И именно поэтому мы получаем уже второй раз панели, которые принтованы и альтернатив нету, как в белой Porsche 42096. Конечно, в Lego понимают, что использовать такие детали фанатам будет не очень удобно, и они будут негодовать. Но когда работаешь с такими крупными компаниями, как Макларен, наверное, некоторыми принципами нужно поступиться. Как, собственно говоря, и Макларен наверняка поступилась многими своими принципами, когда увидели вот эту модель в таком вот виде. К тому же еще и без дифференциала. Что касается отсутствия задних арок, то тут все понятно. Форма задней части просто не оставляет шансов использовать здесь панели арки. Гибкие оси тут выглядят вполне уместно. Далее, не зная конструкцию шасси, тут, наверное, даже не очень заметно, что задняя ось немножко опущена вниз по сравнению с передней на целых полстуда. То есть, если бы машину сейчас выравнивали, то она бы стояла примерно вот так вот. Здесь это сделали для того, чтобы придать машине такой стремительный облик. У всех спортивных машин у них линия завалена вперед. Уловить вот этот вот наклон здесь крайне непросто. В Корвете поступили попроще, там просто объединили в один модуль двери и задние арки и наклонили их относительно шасси. Ну а тут пошли другим путем. Кузов ломать не стали, сломали просто раму. Честно говоря, вот глядя сбоку, я не сильно вижу наклона. Наверное, стоит машину построить с прямой рамой, чтобы посмотреть, насколько разница бросается в глаза или не бросается. Вообще, мне кажется, ломать раму было не обязательно. Можно было просто весь
подрамник вместе с мотором и задним мостом опустить равномерно вниз на пол студа. Или же сделать просто плоское шасси, а изгиб сделать вот между этими панелями, то есть вот так вот их наклонить под разным углом друг к другу. Стас с канала Гараж 45 и Кирилл Desert Eagle сделали уже модификацию и дифференциала в задней части, и даже привод к рулевому колесу от системы рулевой. И, честно говоря, дизайн там вообще никоим образом не пострадал. Может быть, Уве слишком торопился, или может на пенсию. Продолжаем говорить о дизайне. Есть еще один момент приятный. Смотрите, в модели, ну по крайней мере снаружи, практически нет нигде красных деталей. И, например, здесь вот в креплении дверей могли использовать красную ось на 2, но вместо этого использовали черные оси на 2, то есть здесь у нас виднеется черная деталь. Вроде бы приятно подумали о том, как будет выглядеть модель снаружи, но с другой стороны, сзади у нас есть красные оси, которые используются в креплении спойлера. И здесь они, в принципе, тоже могли их заменить на черные, но почему-то этого не сделали. То есть вроде доброе дело, но сделано только наполовину. В целом у меня, как у человека, который каждый день не видит на улицах подобную машину, претензий к дизайну и пропорциям нет. И у большинства покупателей, скорее всего, не будет. Но все же тут в формах есть один такой явный косяк, который тщательно замаскирован. Это вот эти вот две задние панели. На самом деле в реальной машине вот эта линия, она закругленная, так скажем. То есть было бы уместнее делать вот какой-то вот такой вот наклон. Вот как-то вот так вот. Торчащая вверх панель, конечно же, без спойлера она в глаза бросается явно. Вот, пожалуй, это единственное мое замечание по дизайну модели. Итак, как я уже сказал, рама здесь изогнута, и это, наверное, основное, с чего следует начать обзор функций. Из-за того, что рама изогнута, мы можем видеть, что здесь у нас гораздо сложнее вся вот эта часть заднего подрамника сделана, и, видимо, по этой причине дизайнеры решили не ставить здесь полноценный дифференциал. Поэтому привод к двигателю V8, который, к слову, сделан аналогично нашему корвету, здесь осуществлен посредством только одного колеса. Это заднего левого. Заднее правое колесо просто свободно вращается на оси. Рулевая система управляется теперь не с задней части, как это было у корвета, а сверху. Притом плюс, в отличие от того же корвета, в том, что здесь вы можете просто достать ось шестеренкой и тем самым просто поставить модель на полку без каких-либо торчащих элементов управления. Да, так она смотрится, конечно, гораздо лучше. Угол поворота колес здесь, в принципе, достаточный для игры. Есть важный момент, который при сборке модели, может быть, не каждый заметит. Сама рулевая трапеция сделана с использованием безфрикционных пинов, что делает систему менее плотной и зажатой, то есть люфтящей. Но как результат эти люфты дают дополнительные углы повороту колес. Ну и есть у модели еще одна приятная функция, которая не было у корвета, это открывающиеся двери. Открываются они вверх, как и положено Макларену. То есть я бы даже сказал, эта функция, наверное, была вынужденной, потому что это была одна из ключевых фишек именно Макларена, как те же двери гильотины у Lamborghini Sian. Ну и с функцией у меня все. Модификации. Первое — это сюда внедрить дифференциал. Второе — это можно сделать привод к рулевому колесу. Третье, что бы я сделал, это я бы сделал, конечно, вот наклон вот этой самой панели, для того, чтобы у нас была форма, ну, схожа с оригинальной все-таки. В принципе, модель достаточно большая и длинная для того, чтобы внедрить сюда электрику. Конечно, вам придется выкинуть отсюда моторы V8, салон, сиденье, но взамен вы можете внутрь внедрить два мотора, в том числе от новой системы PowerTap, и маленький блок, например, от поезда, для того, чтобы эта модель управлялась и питалась. Кстати, я уже ранее говорил, что модель можно собрать из своих деталей, не покупая набор. Единственное, что вам придется вместо вот этих маленьких коротеньких панелей просто использовать либо лифтармы 1 на 2, либо вообще LEGO System слоупы. Ну что ж, подведем итоги. После первых фотографий, которые утекли в сеть, наверное, многие сразу же заинтересовались данной моделью. И учитывая, что даже такой не самый совершенный набор, как корвет, стал популярным, многие захотели купить эту модель сразу же моментально. Но с первыми слухами о том, что здесь нет дифференциала и привод на одно колесо, почему-то многие сразу сменили любовь на гнев. И все-таки, мне кажется, из-за одной отсутствующей детали, как дифференциал, отказываться от ранее плановой покупки данного набора, наверное, глупо. И пусть тут привод неполноценный, все-таки игре это не мешает, и на полке модель этого хуже не смотрится. И если я не прав, то почему никто не возмущается тем, что цилиндры выскакивают из блока цилиндров наружу? И вообще, кто из вас регулярно пользуется коробкой передач в вашем Defender, стоящем на полке?
Вы знаете, наборы лего-техник разрабатывают такие же обычные люди. У них нет каких-то сверхспособностей, они, да, тоже делают какие-то ошибки. Например, я вижу в данном наборе не просто какую-то смесь деталей, собранную в одну конструкцию, а вижу здесь вполне себе интересный урок кузовного мастерства от такого признанного и опытного дизайнера, как Уве Вабра. Если же смотреть на наборы лего-техник как на какие-то совершенные игрушки, которые разработаны сверхлюдьми, то, конечно же, вы разочаруетесь практически в каждом наборе лего-техник, потому что недостатки есть абсолютно у всех. И самый незыблемый из них – это цены на лего. Я мог бы сказать, что все недостатки в данном наборе они поправимы, но не каждый из вас готов дорабатывать напильником набор после покупки. Хотя в этом, конечно, есть что-то увлекательное, и многие прямо покупают наборы для того, чтобы их дорабатывать, доделывать. Это, на мой взгляд, настоящие технари. Перед вами красивый, дерзкий, стильный Макларен, который подло подставит вас, когда вы вывесите заднее левое колесо на какой-то кочке. Это как идти на свидание в дырявом носке. Домой вроде бы заходить не планировал, а тебя позвали познакомиться с мамой. Напоминаю, это было мое мнение, я никого не призываю покупать набор, любить его. Как мне кажется, какой бы набор лего-техник ни выходил, скидки всегда закрывают глаза на все его недостатки. Поэтому ждем скидок. До скорого, пока.